Привет, друзья! Привет, мои подписчики, комментаторы, граждане Украины, все, кто смотрит мой канал, кто интересуется новостями Украины. Я Валерий Табаков, юрист, гражданин Украины, и записываю это видео для того, чтобы ответить на самые знаковые комментарии к моим видео. Я отвечаю всегда лично, можно мои ответы прочитать, но вот это видео специально по поводу комментариев. Я буду подробно объяснять, аргументировать, почему я отвечаю так или иначе, чтобы показать уважение к вашим, дорогие друзья, мнениям. Даже если эти мнения или эти комментарии агрессивны или оскорбительны. В последнее время таких комментариев стало больше. Это и понятно. Дело по убийству Ирины Фарион, оно подходит к концу, и поэтому страсти накаляются. А я в своих видео разбираю весь процесс, показываю ошибки стороны обвинения, ошибки следствия, ошибки стороны защиты и странную позицию потерпевшей стороны. Также вы знаете, что я подал заявление в Шевченковский суд города Львова, в коллегию судейскую, возглавляемую Петром Невойтом, с просьбой признать меня потерпевшим в этом деле, но пока ответа я не дождался. То ли суд тянет, то ли еще какая-то причина, то ли, может быть, он не собирается вообще рассматривать мое заявление. Но, тем не менее, отвечаю по порядку, цитируя и перефразируя ваши комментарии и давая полный анализ. Моя позиция, друзья, неизменна. Я за равенство граждан Украины, независимо от языка общения в какой-либо сфере, будь то частная жизнь, будь то публичная сфера. Это соответствует статье 24 Конституции Украины. И что касается языка, это соответствует статье 10 Конституции Украины. Если кто забыл, то русский язык в соответствии с этой статьей имеет статус свободно используемого языка, который защищен и который развивается. Конституция имеет наивысшую юридическую силу, поэтому никакие законы, в том числе и закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, не может запретить использовать русский язык даже в публичной сфере в Украине. Публичная сфера, она включает в том числе и органы государственной власти. Например, я прихожу в какую-то организацию, в том числе и государственной формы собственности, или даже в суд, и начинаю говорить на русском языке. Если меня просят или требуют, чтобы я говорил на украинском, я прошу в ответ не указывать мне, на каком языке мне говорить. И это моя правовая и законная позиция. Так что ничего удивительного в этом нет. Если вы хотите говорить на своем родном русском языке, пожалуйста, говорите. Даже в суде никто вам указывать не может и запрещать обращаться на русском в том числе. Это закон, это Конституция. Я еще раз говорю вам, что я не пророссийский, я осуждаю агрессию России против Украины, и я согласен с тем, что украинский язык является государственным в Украине. Решение о подаче иска, о котором я говорил в своих недавних видео, против Софии Особы,
и свое заявление о том, что я прошу признать меня потерпевшим в деле об убийстве Фарион, я рассматриваю, да, то есть мои видео по этому поводу есть, их можно посмотреть, поэтому кто не смотрел, смотрите. Саму подачу иска я пока еще взвешиваю решение о том, подавать этот иск или нет, но 100 тысяч гривен – это небольшая сумма, чисто символическая, но если каждый из русскоязычных граждан Украины, которые, ну, например, поддерживают Вячеслава Зинченко, предъявят такой иск к Софии Особе и получат эту сумму, то они этой суммой могут распорядиться в том числе и в пользу Вячеслава Зинченко. Это будет очень знаково, ну, почти точно так же знаково, как вот та позиция Софии Особы, которая заявила, что она передаст, если она получит компенсацию 15 миллионов гривен от Вячеслава Зинченко, эту компенсацию она обещает передать в националистический батальон «Рубеж», который связан с националистической партией ВО «Свобода» Украины. То есть почему бы и русскоязычным гражданам Украины не предъявить иски к Софии, подобное тому, о каком я говорю, на 100 тысяч гривен, каждый по 100 тысяч, и они могут передать это в пользу Вячеслава Зинченко. Здесь ничего такого особенного нет. Ну, перейдем теперь к комментариям. Друзья, комментарий первый. Ми своїх дітей вчимо не розуміти російську. Будь готовий до того, що донька стане изгоем. Уважаемый комментатор, вот такой вот ваш комментарий, он вызывает лично у меня глубокую озабоченность, потому что он, этот комментарий, напрямую иллюстрирует проблему языковой нетерпимости, против которой я выступаю. Вы открыто заявляете, что сознательно воспитываете своих детей в духе игнорирования и неприятия русского языка. И предупреждаете, что моя дочь может стать изгоем из-за того, что ее родной язык русский. И что этот язык – это язык нашей семьи. Это не просто ваши слова, это признание в том, что вы создаете атмосферу дискриминации и травли. В демократической Украине дети не должны становиться изгоями ни за какой язык. Какой язык изучать моей дочери, решаем мы. Значит, и не вам заниматься этим вопросом. Дома мы общаемся на русском. В общественном пространстве мы тоже используем наш родной русский язык, то есть мы свободно приходим в магазин и, значит, обращаемся к продавцам на русском языке. Это наше законное конституционное право, закрепленное статьей 10 Конституции Украины. Я борюсь за то, чтобы дети, независимо от языка, росли в уважении друг к другу. Без ярлыков, без бойкотов, без травли. Если такие настроения, как ваши, распространяются, это только подтверждает необходимость моего иска к Софии Особе для того, чтобы суд осудил язык вражды. Заметьте, не украинский, а именно язык вражды, независимо от того, в какую форму этот язык вражды облекается, то ли в русскую форму языка, то ли в украинскую форму языка. Язык вражды от формы языка не зависит. И я хочу с помощью этого иска защитить достоинство русскоязычных граждан Украины. Второй длинный комментарий русской гражданки Украины о том, почему я не судился с Фарион при жизни, о страхе, якобы страхе моем, что я якобы боялся Фариона, переводе на украинский язык каких-то моих
обращении в государственные органы, о нападении на женщину, имеется в виду Софию Фарион, в ее горе, о сравнении с другими языками, о предложении судиться с законами и совете удалить видео об иске. Уважаемая соотечественница, этот ваш комментарий – это один из самых подробных и эмоциональных комментариев, которые я получаю. Вы, как русская гражданка Украины, делитесь своим опытом и критикуете мою позицию. Ну что ж, ваша позиция, она достойна уважения. Я отвечу развернуто по каждому пункту. Во-первых, почему я не подавал иск самой Фарион при ее жизни. При жизни можно было бы подать этот иск, как вы выразились, стрясти деньжат напрямую. На самом деле жалобы на Фарион подавались, ну не мной, а другими гражданами Украины, в том числе и в СБУ, и омбудсмену, что привело, в частности, к открытию уголовного производства против Фарион по статье 161 Уголовного кодекса Украины «Разжигание вражды на языковой почве». И это было официальным подтверждением проблемы. Гражданский иск подать при жизни было возможно, однако тогда требовалось доказывать персональный вред, собирать доказательства, проходить все инстанции. У меня, как у юриста, были такие моменты, когда я взвешивал свои намерения, подавать, не подавать иск. Идея была, но так решение о подаче я на тот момент не принял. После гибели Фарион 19 июля 2024 года взыскать моральный вред с умершего лица юридически невозможно. Это запрещает статья 1231 Гражданского кодекса Украины напрямую. Наследники не отвечают по таким обязательствам. Поэтому иск к Софии Семчишин особе – это не иск за мать, а за ее собственное публичное заявление в январе 2025 года о продолжении фарионизации как цели жизни сознательных украинцев. Это ее личные слова, сказаны уже после смерти матери, и они независимо от этой смерти вызывают моральный вред, наносят моральный вред. Теперь о страхе и нападении на львенка из-за бугра. Мне не было страшно в Украине, я в Украине работал, ну, к сожалению, не преподавателем, как того бы хотелось. Вот, я также консультировал по юридическим делам, публично высказывался. Затем я с семьей переехал в Болгарию по понятным обстоятельствам. И это открытая информация. Я остаюсь гражданином Украины. Значит, иск от меня к Софии может быть подан, если я приму об этом решение. Он подается в украинский суд, либо по месту жительства ответчика Софии особы, либо по месту жительства истца. Ну, если я вот имею постоянное место проживания в Киеве, то могу подать на Софию особу иск в Киевский суд. Это мой выбор, законный выбор, и я выбираю, в какой суд подавать и какой суд будет рассматривать этот мой иск. Конечно, было бы удобнее, чтобы в Киеве, потому что львовские суды, они более заангажированы в вопросе языка. Вот. То, что я подаю такой иск, это не мужество из-за бугра, а последовательная защита прав. София взрослая женщина, она не львенок, и она сама активно участвует в общественной жизни, подавая иски о моральном вреде со своей стороны. Например, она подала иск на 15 миллионов гривен морального вреда
к обвиняемому в убийстве ее матери. В-третьих, о переводе на украинский. Да, сейчас, на сегодня требуются все документы, которые, в том числе и иски, подающиеся в Украине, подавать на украинском языке. Ну, это, чтобы вы понимали, это не проблема, поэтому для меня не составляет труда и сложности самому подать иск, подготовить его на украинском языке. И суд его в этом случае примет и рассмотрит. Я вам это обещаю как юрист. В-четвертых, о нападении на обезумевшую от горя женщину, и что это отвратительно. Ну, ваши эмоции понятны, это выглядит жестко с вашей точки зрения, но София Семчишин сама в горе подала гражданский иск на огромную сумму и публично активно. Ее заявление о фарианизации не просто траур, а призыв к действию, к агрессии, который, по моему мнению, создает атмосферу страха и унижения для русскоязычных. Это не месть, подача мной иска, а защита достоинства в соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса Украины. Если для вас это позор, то для меня, моей дочери, как граждан Украины, это субъективно. Для меня это борьба за равенство прав, за равноправие, для того, чтобы никто не чувствовал себя униженным и второсортным в Украине, особенно русскоязычный, как кое-кому бы хотелось. В-пятых, о ущемлении и сравнении с другими языками. Дети в школах учат польский, немецкий и так далее языки. В этом вы правы, никто не вопит, но эти языки иностранные. Их изучение не сопровождается призывами стыдиться родного языка или эмигрировать. Проблема в унижении и исключении русскоязычных. Вы восхищаетесь казахами и другими, знающими русский. Ну, это нормально, но в Украине русскоязычные часто знают украинский, ну, вот как, например, вы, ну, или, например, я. И вопрос не в том, чтобы снизойти до украинского языка, а вопрос в том, чтобы обеспечить равенство, без травли. В-шестых, предложение судиться с авторами законов, если они противоречат Конституции. Ну, эта идея, конечно, отличная. Я выражаю готовность в этом деле судиться с авторами закона, но эти авторы, ну, я имею в виду депутаты Верховной Рады, которые приняли этот закон, они одновременно с этим защитили себя от подобных выпадов тем, что приняли закон о том, что они не отвечают за коллективное принятое решение. Поэтому, если вы хотите судиться, присылайте конкретные нормы, которые вы считаете могут быть оспорены. Я помогу вам подготовить заявление в Конституционный суд и даже помогу подать это заявление. На это, как вы выразились, кишка не тонка. И это как раз может быть расценено как моя работа юриста. В-седьмых, совет удалить мой иск и мое видео по этому поводу, потому что народ умирает за украинский. Но по этому поводу можно сказать, что герои, умирающие за Украину, они умирают, ну, не за украинский, они защищают страну. И поэтому моя борьба – это борьба за баланс прав, чтобы защита украинского языка не превращалась в унижение других граждан. Языки русский и украинский, они, ну, близки или не близки, это уже не столь важно. Учить
украинский язык и использовать это не проблема, как вы выразились, даже Терехов перешел на этот язык быстро, но этот переход должен быть свободным, осознанным, но не принудительным. Вот так вот, без давления. Спасибо за честный диалог. Третий комментарий. Валерий, вы прямо юридический Наполеон. Утром иск к США на $1 триллион, вечером тяжба с наследницей Фарион за 100 тысяч гривен. Это пишет Сергей. Значит, сарказм понятен. Сергей намекает на мой старый сатирический ролик про гипотетический иск к Байдену на $1 триллион, который был просто примером процессуальных возможностей. Но так, чтобы у меня в планах было предъявить такой иск, это не так. Тут совсем иначе по отношению к иску к Софии. Это реальный, подготовленный документ на украинском языке с обоснованием по Гражданскому кодексу Украины. Сумма 100 тысяч гривен, она символическая, ну, как вы понимаете, 2000 евро. Что такое? Это одна месячная зарплата, средняя в Евросоюзе. Цель просто создать прецедент против языка вражды. Путаницы с судами нет здесь. Это внутреннее украинское дело. Если суд признает вред от заявлений о фарианизации, то это станет важным сигналом. Ну, большие изменения начинаются с небольших шагов. Спасибо, Сергей, за юмор, и он позволяет лучше понять и пояснить свою позицию. Четвертый комментарий. Если вам не нравится язык, на котором разговаривают вокруг вас, не нравятся памятники, архитектура, историческое наследие рядом с вами, задумайся, не ты ли в этом городе чужак. Имеешь ли ты право кого-то учить тут? Очень интересный комментарий. Ну, как вы знаете, в Киеве сносят памятники, например, памятник Пушкину, памятник Булгакову, памятник Ахматовой, например, да. Чем они мотивируют, обосновывают это свое решение, ну, трудно сказать, но одновременно это просто связано, по идее, с языком или, может быть, с проимперской позицией. Но тут важно заметить, что одновременно с этим на Софийской площади стоит памятник Богдану Хмельницкому, который в свое время подписал присоединение к Московии. Почему бы не рассмотреть вопрос о сносе памятника Богдану в этой связи? Ну вот. А что касается того, что я недоволен языком вокруг, то почему недоволен? Что есть, то есть. Ну, понаехали в Киев различные граждане, значит, в том числе из Западной Украины. Это никак не вызывает ни недовольства, ни неудовлетворения. Но если эти граждане, ну вот как было, например, в одном из моих случаев, заявляет, что вам здесь будет плохо и вам нужно отсюда уехать, то это, конечно, конечно, оно не нравится, да. И я не считаю себя чужаком в Киеве. Киев основан болгарами, поэтому кто тут чужак исторический. Тут еще надо внимательно разбираться. Поэтому я особо не требую ничего радикально менять вокруг, ни язык, ни архитектуру. Требую уважения к своей частной жизни и к жизни моей семьи, чтобы меня и мою дочь не унижали за то, что мы общаемся на родном русском языке. Русский язык не делает меня чужаком. Я гражданин Украины с такими же правами, как и все. И я не то что
не учу, хотя квалификация учителя у меня есть, преподавателя правоведения в том числе, и звание доцента. Вот. В данном случае я не то что не учу, а я защищаю конституционное равенство. 5-й коментарій. Дуже шкода, що ти, Табаков, в Україні живеш, а не, до прикладу, у Латвії. Там би тебе давно примусили говорити державною мовою або депортували б до Москвы. Нужно сказать, что по этому поводу, который касается языковой политики в Латвии, действительно там жесткие требования к русскоязычным меньшинствам, в том числе в Эстонии и в Литве, включая принудительную интеграцию и риски депортации. Но это вызывает критику от ЕС, ЕСПЧ и международных правозащитных организаций, как нарушение прав меньшинств. Я не хочу, чтобы Украина копировала именно эту модель. Мы должны строить демократическую страну с уважением к Конституции, статьи 10 о защите языков меньшинств и европейским стандартам равенства. Принуждение и депортация – это не путь для Украины. 6-й коментарій. Тебе, гопота запутінська, треба витравити сірчаною кислотою. Як тобі не подобається в Україні, їдь на болота з сім'єю і там цілуй кацапів взад. Уважаемый комментатор, ваш комментарий полон агрессии, угроз кислотой и оскорблений. Это переходит все границы нормального обсуждения. Я не за путинского пота. Я осуждаю Путина и агрессию России. Нет ни одного видео на канале в поддержку войны. Российской агрессии имеется в виду. Я гражданин Украины, и Украина мне нравится. Я не собираюсь под принуждением никуда переезжать, особенно в России. Такие угрозы, которые вы высказываете, только подтверждают проблему ненависти, против которой я борюсь. Комментарий, конечно, лучше было бы скрыть, но я просто на него отвечаю, чтобы показать, что я открыт к диалогу даже с такими наглецами, как вы. Но не собираюсь отвечать насилием. 7-й коментарій. Кацапська щелепа, яке в тебе достоинство, паск, да. И, значит, смайлик такой свиньи. Уважаемый комментатор, ваш комментарий – это чистое оскорбление с матом, насмешкой над моим достоинством. Как юрист я знаю, достоинство каждого гражданина защищено статьей 23 Гражданского кодекса Украины. Я борюсь за свое и своей дочери достоинство, потому что такие ярлыки, как кацапская щелепа, создают атмосферу унижения. Это не конструктивно. Если хотите обсуждать по сути и без мата, без оскорблений, то милости прошу. Но такого оскорбления и тона я не потерплю. Если вы считаете свою позицию, значит, нормальной, то тогда сообщите мне свои персональные данные для того, чтобы я смог подать иск о защите своей чести и достоинства, против которых вы возражаете. 8-й комментарий. Заткни свого проросійського писка. Значит, этот комментарий – это требование заткнуться с обвинением в пророссийскости. Я не пророссийский. Я осуждаю российскую агрессию. Я поддерживаю Украину. На канале только анализ публичных фактов. Если вы считаете мою позицию пророссийской, приводите аргументы по сути, без оскорблений.
9-й коментарій. Вам не тільки немає місця в Україні, а також і немає місця в Болгарії, де проводите провокацію і підтримуєте усім своїм єством країну-агресора. Ганьба. Значит, опять обвинение в поддержке агрессора, что мне нет места ни в Украине, ни в Болгарии. Это неправда. Я не поддерживаю Россию. Я осуждаю агрессию. В Болгарии я живу, оставаясь гражданином Украины. Мои действия – это не провокация, а защита конституционных прав. Ганьба – это субъективно. Для меня ганьба – это когда граждан делят по языку. 10-й коментарій. На місці Софії я б це так просто не залишила і добилась би, щоб за приниження родини військового і ти, і ота твоя Лізонька виплачували б гроші на армію до кінця своих днів. Значит, вы предлагаете, чтобы София добилась выплат от меня и моей дочери Лизы на армию за унижение семьи военной. София уже подала иск на 15 миллионов гривен, и это право ее, право защищаться, требовать защиты от суда. Мой иск – это не унижение, а ответ на ее слова о фарианизации, которые я считаю дискриминацией. Это равенство перед законом. Она использует право на защиту от морального вреда, я тоже. 11-й коментарій. Що Табаков не вийшло відмазати вбивцю Зінченка, так взявся за нещасну Софієчку Сімчишин особу, цей позов вияв безсилої злоби. Як не з'їм, то хоч понад кусею, брешеш, прийде час, і Україна повстане з колін, і тобі, і особливо твоїй доньці прийдеться вчити державну мову. Мер Харкова Терехов, як схотів залишитися на посаді, швидко вивчив українську мову. Треба тільки, щоб в Україні з'явилася українська влада, а не проросійська, як дотепер. Значит, вы обвиняете меня в попытке отмазать Зинченко и в злобе к Софии. Я не защищаю Зинченко. Я разбираю только публичные материалы дела как юрист. Если вина будет доказана, то Зинченко пускай отвечает. Иск Софии – это не злоба, а защита от ее слов о фарианизации. Что касается принудительного изучения языка, я вот не поддерживаю такую тактику. Терехов перешел на украинский, это его выбор. Чем он руководствовался, это тоже его личное дело. Значит, но я считаю, что изучение любого языка, в том числе и украинского, для граждан Украины должно быть добровольным, без принуждения и травли. Власть в Украине должна быть не, как вы выразились, украинской, а демократической, где все граждане равны. И последний комментарий. Дурак, ти юрист і рускоязичний, це на вас всіх потрібно подавати в суд за мову окупантів і терористів, націоналістів, фашистів, за зневагу до мови українців, як потерпілих від Росії и россиян. Значит, здесь полно эмоций, обвинений меня в глупости и в неуважении украинской. Я не презираю украинский язык. Я уважаю его как государственный язык. Иск не за мову оккупантов, чтобы вы понимали, а против дискриминации носителей русского языка в Украине. Язык не оккупант. Оккупант – это Россия. Мы, русскоязычные украинцы, точно такие же жертвы войны, как и украиноязычные. Предложение судиться с нами – это как раз разжигание вражды, против которого я выступаю. Спасибо всем за комментарии, даже критичные, оскорбительные. Это помогает диалогу. Подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.